Всем привет! Рада вас видеть снова на канале Северный Кипр глазами студента. Меня зовут Полина, и сегодня я хочу с вами поделиться интересными фактами о Северном Кипре. Первый, наверное, и самый известный факт – это то, что Кипр делится на две части – турецкую и греческую. Мы проживаем на турецкой стороне, поэтому здесь все же отличается жизнь от греческой. Греческая часть занимает большую часть острова, а турецкая занимает 3355 квадратных метров острова. Многие туристы, кто прилетал на греческую часть, вовсе и не знали о том, что у этого острова существует и турецкая часть, северная. Сама я узнала об этом факте несколько лет назад, когда мои родители вычитали информацию, что Кипр делится на две части. После этого я стала все больше вникать и больше узнавать информации об этом острове, в чем отличие между греческой и турецкой частью, и с вами я сегодня также поделюсь ими. Северный Кипр, северная сторона, турецкая часть. По-разному можно называть данную часть острова. Это непризнанное государство, которое считается Республикой Турции. Полное название данной части острова – Турецкая республика Северного Кипра. Местные жители здесь киприоты. И да, они не любят, когда их называют турками, потому что к туркам они себя не совсем относят. Национальный язык здесь турецкий. Куда бы вы ни пошли, везде будут практически общаться на турецком языке. Речь коренных жителей очень беглая. И, как по моему мнению, у них немножко отличается диалект с турками. Северный Кипр считается частью бывшей британской колонии, что унаследовало очень много традиций, обычаев, также культуры, возможно, от англичан. Некоторые, кстати, из местных жителей получили двойное гражданство – кипрское и английское. Следующий факт, о котором хочу с вами поделиться, это то, что в последние годы на Северный Кипр все чаще стали прилетать мигранты, которые получают ПМЖ – постоянное место жительства, и проживают здесь года и больше. Большинство из этих иммигрантов русскоговорящие. Именно поэтому сейчас на острове очень много можно найти баннеров, реклам и различных вывесок на турецком и русском языках. Никосия – столица острова, которая разделена напополам. Одна часть относится к северной стороне, другая часть относится к южной стороне, греческой. Национальная валюта здесь – турецкая лира. Но в некоторых местах также можно расплачиваться евро, без проблем, либо долларами. Вообще здесь немного странная система расчетов. Например, за недвижимость большинство владельцев берут оплату в евро. Если кто-то из владельцев продает недвижимость, то сумму указывают в фунтах. Если, к примеру, вы идете в магазин, то рекомендую все же оплачивать в турецкой лире, потому что курс будет намного дешевле. Северный Кипр является непризнанным государством. Именно поэтому по прилете сюда вы можете найти в аэропорту у стойки пограничников бумажки, которые лежат рядом как раз с этим окошком пограничника. Вы берете этот листочек, подаете вместе с вашим загранпаспортом, и вам там ставят печать. Насколько я знаю, сейчас, возможно, некоторым не будут ставить именно на этот листочек, но раньше такая система практиковалась. Много я слухов слышала, что вот этот именно штамп Северного Кипра может испортить вам туристическую историю, но в последнее время я, вычитав информацию, поняла, что в целом это ничего не поменяет. То есть даже если вам поставили штамп в паспорт Северного Кипра, не бойтесь путешествовать дальше по миру, но, опять же, утверждать я вам не могу, только даю рекомендации. Но все же, если вы увидели листочки рядом с окном пограничника, рекомендую взять и подать с вашим загранпаспортом. Так вам все же будет проще и в дальнейшем без заморочек. С недавнего времени на Северном Кипре появилась такая система регистрации телефонов. Если вы сюда прилетаете как иммигрант, вам необходимо после 90 дней проживания здесь зарегистрировать свой телефон. Цены на регистрацию телефонов отличаются от моделей. А если все же вы сюда прилетели как турист, вы можете приобрести любую сим-карту от двух провайдеров, Vodafone либо Телсим, и просто пользоваться. Но также не забывайте, что ваша сим-карта будет действовать на острове 90 дней. После этого, к сожалению, вы останетесь без связи, если не зарегистрируете свой телефон. Также один из интересных очень фактов, который меня удивляет и по сей день, это если вы пойдете в ресторан, то вам принесут очень большие блюда, они очень сытные. И в некоторых ресторанах есть такая система. Так как это все-таки турецкая часть, вы по приходу в ресторан, пока ждете блюдо свое основное, вам принесут мезе. Мезе – это различные маленькие закусочки, в составе которых оливки, хумусовая паста, сметана с огурцами. В разных ресторанах подача мезе может отличаться, но в целом оливки будут 100%, и оливковое масло также. И под конец, думаю, стоит упомянуть важный факт, что Кипр с очень низким уровнем преступности. Буквально выйдя из машины, вы можете ее не закрывать, потому что местные люди не заинтересованы здесь в воровстве,
И таким образом вы можете быть стопроцентно уверены, что в вашу машину никто не залезет. И да, штрафы здесь за это дело очень серьезные, особенно для туристов, вплоть до депортации. Ну что ж, видео подошло к концу. Надеюсь, вы открыли для себя некоторые факты про северную часть острова. И в дальнейшем я с вами буду больше и больше делиться различными фактами, какими-то новостями и в целом просто информацией. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. И увидимся с вами в следующих видео. Пока!